Все 4 забросили. В итоге камыш, макуха, камыш, камыш. Что замечал вот на речках, либо на водоемах с проточной водой, на диких в основном местах, а с утра редко достаточно клюет толстолоб. В основном как бы берет уже там с обеда и ближе ко второй половине дня, к вечеру. Ну, в общем, будем смотреть. Сейчас пока что создадим себе условия защиты от солнца. Так активизировался вот этот товарищ. Левый пока что молчит. Сейчас попробуем. Очень активно ведет себя рыба, да. Причем топленая стоит. Камыш долбет. Непонятно, правда, пока что, но скоро увидим. Обратно левый зашевелился. Да, возвращаем на исходную. Как раз захват обоих получается. Очень большая активность возле правого. И возле левого. Поскольку я один, это, конечно, мечта любого рыбака, чтобы клевало на все снасти. Но если это произойдет, придется выбирать. Это значит, что вторая, она либо будет оторвана, либо зацеплена. Но будем надеяться, что это не произойдет. По крайней мере, пока коллега не подъедет. Вот решили сделать доброе дело. Дорожку прокопать, чтобы не скользить и не падать. Обрез достаточно высокий, 3 метра, и когда идет там какая-то поклевка, либо если там погода влажная, пасмурная, то есть все шансы с этого обрыва скатиться вниз. Клев пока нулевой. Черепаха выплыла, решила погреться на колоде посреди речки. Да, цирк, короче. Вот стоит поплавок. У него была очень интересная поклевка. В принципе, за практику я вижу вот впервые такое. Побросала его немножко слева вправо, но видно, что рыба интересовалась. Потом выплыла ряха к самому поплавку. Просто выплыла, потетила его носом и ушло.
поклевка прекратилась. Я не знаю, то ли это интеллект у рыбы выше стал, чем всегда мы того ожидали. То ли просто как-то вот случайно так получилось. И шел снизу вверх, выплыл наверх, пощупал и отошел. Вот. Ну, надеемся, что продолжится поклевка на снасть. Вот. А пока что ждем. Но очень необычно было, конечно, никогда такого не видел. Где-то на 40 сантиметрах находится сам монтаж. Вот так потягать, подергать его за низ и потом так всплыть тупо, знаете, по плавку якобы проверить вообще. То есть не ловушка какая-то это. Ну, может, это хотелось бы в это верить, как говорится, да, но в то же время вот наблюдать за этим было весьма необычно. Вот. Ну, в общем, ждем. Прошел час с последней нашей поклевки. Пока что, вот, кроме этого, больше не было ничего. Несколько раз уже как бы дергалась убийца карася, но как-то так, знаете, не до конца, вяленько. Там я нацепил опарыш. Вот. Подергивания были, но не такие, чтобы можно было подсекать. Что ждем, когда кто-то приплывет полакомиться. Ветер полностью стих. Не устаем наблюдать, как плавают косяки толстолоба в наглую по нашим поплавкам, по нашим снастям, и благополучно не клюют от слова совсем. Очень непонятно почему, то ли их сильно перекормили, то ли сказывается уровень воды. Я склоняюсь к этому варианту, потому что он упал больше, чем на метр. И рыбе, по сути, с ямы просто некуда выбраться. Да, то есть постоянно, вот сейчас вам покажу, в принципе, постоянно вот ходят волны, очень крупные особи, прыгает карп, прыгает амур. Ну, их не просто там видно где-то там что-то вдали, они просто прыгают под носом, там, вылетая с воды, их можно, в принципе, рассмотреть. Вот. И не хотят, вот вообще не хотят ни на что. Мы уже там попробовали на кукурузу, попробовали на нут, попробовали на морковку, на картошку, попробовали на кормаки, просто как бы кашей закидывать. Вот. И не хочет клевать. Вот. Как я говорил, червя мы сегодня не используем, потому что его просто страшно сжирает бычок. Технопланктон абсолютно все итерации, которые у нас были, это камыш, это макуха, топленое молоко, малина, вот, горох мертвым грузом. Вот самый левый из них стоит метровый по глубине, вот этот и вот этот полметра, там идет 60-70 сантиметров, был на дне, лежал, в принципе, бросали, и то же самое, ничего, ни на один из не клевал. Вот. Ну, посмотрим, мы еще посидим пару часов, чтобы там, ну, убедиться, да, окончательно, то есть клевный сегодня день, не клевный. Вот. И там будет видно, что мы в конечном итоге поймаем. Херово немножко забрось. Ты купаться не собираешься? А зачем? Там может на матрас его туда где-то отвезти. А что, так не этот? Близко, мне кажется.
Не, такая перекинуть. Достала палочку, блядь. Палочку. Вот так Игорь у нас бросает. — 12 дня. В кошелке один лещик полукилограммовый. И пока что все. Очень активно ведет себя рыба. Плавает, прыгает. Видно, как плавает толстолоб возле поплавка. Непонятно только, почему вообще не хочет клевать. Ну, возможно, из-за того, что утром он в принципе как бы не часто здесь клюет, да, то есть сейчас 12 часов у нас. Как правило, ну, если там выхожу на толстолоба, то я выхожу там с часа-двух и туда дальше, ближе к вечеру. То есть, возможно, из-за того, что еще рановатенько немножко, ну, будем смотреть, хотя не уверен, что в этом как бы суть вопроса. Неоднократно уже наблюдал, что там рыбаки там приезжают, вот, позабрасывали, ничего там не поймали, либо там поймали что-то немножечко, да, то есть выбросили ведро прикормки в воду и уехали. Ну и вот такая ротация происходит там 3-4 раза в день. Несмотря на то, что это дикарь, что-то мне сдается, что закармливает ее тут знатно. Вот, может, как бы в этом все дело. По идее, уже как бы, ну, пора по лету, да, чтобы там толстолоб активнее себя вел, нежели он себя ведет сейчас. С точки зрения клёва. Ну, как есть. Вот, на кукурузу заброс мертвым грузом, вообще ничего. Ну, как и на другие насадки. То есть из других, напоминаю, у нас там морковка, картошка, нут, горох. Вот, червя не брали. Появился бычок. Вот в прошлом году я не помню, чтобы он здесь был, в этом он есть. И он просто не дает жить. Вот. Поэтому как бы на червя не забрасываю. А остальное будем смотреть. Получается, если все наживки будут полностью как бы целые, то просто перейдем на кормаки с кашей и все, потому что на них хоть лещ поклевывает, но их специально там поснимали, чтобы поменьше этого зверя поймать, потому что как бы, ну, вышли на самом деле не за ним, а за толстолобом и за карпом. Вот. Ну, если клев будет плохой, то половим хотя бы лещик. Потянулось немножко людей. Вот, вот там ребята сидят вдали. Не знаю, видно вам отсюда, не видно. Но вот они как бы там целенаправленно ловят леща, и где-то там интервал получается
минут 20 поклевка. Минут 20 поклевка. То есть, ну, это уже только при мне. Вот я сижу, наверное, там 10-го вытащили. Вот. Ну, как-то так. Вот. Проверил сегодня, кстати, одну теорию очень интересную. Да, то есть вот все всегда там спрашивают, а как же ж лучше вешать планктон, да, чтобы при забросе он как бы, ну, не запутывался, да, то есть если кто не знает, хотя эта истина уже для многих давно раскрыта, берется обычная кукурузная палочка. Вот, в кукурузную палочку загоняется крючок, и когда вы забрасываете снасть, она ударяется о воду и освобождается от палочки крючок, и он опускается вниз, и у вас получается как бы снасть в идеальном состоянии. Вот очень неплохой лещ у товарища рыбака, который по соседству. Думаю, где-то киловый, может и больше. Вот тут он ловит исключительно на кормаки. Ну, у него уже где-то, наверное, 7-й или 8-й сейчас. Если там добьет камера, то будет видно. То есть вот наверняка проверили, что насчет леща тут вообще как бы проблем нет. Что походу запуталась. Долго возится. Ладно. Вернемся к нашим баранам. Ходил вдоль берега, смотрел вообще на поведение рыбы. Вот левее от меня, там получается, вот если смотреть, да, немножко поменьше, идет берег, и там идут дальше вот заросли, да, то есть заросли, там идет камыш. Вот, и вот возле этого камыша достаточно немаленькие стайки плавают самого толстолоба. Пробовал бросать ему практически под самый, ну, чуть ли не в голову, да, то есть он так не спеша отплывает, но как раз там доставал садок. Ну такой, да, такой хороший лящик, мне вот отсюда видно. Вот, так вот о чем я. Вот бросаешь ему под самую голову, вообще никакой реакции. Очень странное поведение. А вот вон еще одна поклевка уже у ребят. Если вам видно будет отсюда. Ну, то бишь интенсивность вы видите, да? То есть заброс, пару минут, поклевка. Я думаю, что это тоже сейчас будет вытянут лящ. На всякий случай там посмотрим до конца. Плохо отсюда видно. Вот. Но по размеру лещ. Лещ максимум карась. Так как интенсивно его обсасывает. Начинает уже водить со стороны в сторону. По идее, где-то сейчас должна быть поклевка посерьезнее. Держусь на расстоянии, чтобы не светиться, потому что берега обрывистые и видимость просто отличная. Вода чистая, по крайней мере прозрачная. Настолько, насколько она может быть в эту пору года.
Поэтому если будет поклевка, будем бежать уже и смотреть, что получится по факту. Подсак я уже приготовил. Трудновато одному выуживать и работать с подсаком, но уже как есть. И очень интенсивно с утра ходил карп. Слева от меня как раз сидел мужичок. У него, получается, 2 снасти было на толстолоба, а 2 снасти было на карпа, тоже 4 удочки. Ну, фидеры, скажем так. Вот. Не клевала, по его словам, но ходила регулярно. Кстати, вот разница, да, вот между толстолобом с магазина, то я говорю толстолобом, технопланктоном с магазина, технопланктоном, который делаешь. Вот я не знаю, почему такая разница, вроде бы ингредиенты несложные, но тем не менее. Добре. Та одненький поки. От він перший. Клюнув на макуху на новий рецепт. Хорошенький такий. Вот, ребят, ну в итоге получилось у нас что? У нас получился один весьма неплохой толстолоб. Дома уже взвешу какой вес, покажу вам попозже. Работает насадочка. Попробую еще выйти в субботу, если погода будет солнечная, чтобы убедиться окончательно, что на что и как. Вот. А пока пора собираться.